Привет! Сегодня будет долгожданный обзор на основание Stiga Cybershape. Выглядит доска вот таким вот образом. Если честно, она мне очень сильно напоминает какую-то обычную столовую лопатку. Вес данного основания составляет ровно 87 грамм на моих весах, поскольку все-таки у весов есть, оказывается, некая погрешность. Судя по послойной структуре, основание имеет примерно такую же структуру, как и иннерфорсы, то есть под двумя слоями дерева располагается карбоновый слой. Какое именно дерево, к сожалению, мне найти не удалось, какое именно используется слои дерева в этом основании, поскольку со Stiga и с другими европейскими фирмами постоянно тяжело найти послойную структуру. У Butterfly все просто, там никаких новых практически слоев никогда не бывает, там просто они меняют порядок. Кто знает послойную структуру основания Stiga Cybershape, просьба написать в комментариях. Теперь переходим к простукиванию данного основания. Перед тем, как простучать это основание, сразу говорю, что производитель заявлял, что у этой формы должна быть повышенное пятно отскока. Но, если честно, сколько я пробовал основания Stiga, у всех оснований фирмы Stiga были очень большое пятно, очень большая скорость и очень большое пятно отскока с приличным контролем во время игры. Но вы видите, что практически по всему один и тот же звук. Соответственно, контроля в этом основании будет очень много. Переворачиваем. То есть прям где-то вот на вот этих углах еще чувствуется искажение. Здесь вот прям, примерно вот по такому кругу отскок равномерный. На второй стороне то же самое. Но, если честно, где-то здесь, по-моему, в общем, пятно здесь равномерного отскока очень большое. Также в обзоре вместе с этим основанием будет вторая новинка от компании Stiga. Это накладка гибридного типа Stiga Dragon Grip. Жесткость губки составляет 55 градусов по европейской шкале, а на второй стороне будет наклеена Dignix 09C. Как раз таки на этом основании и сравним две эти накладки. А также дополнением скажу вам свое мнение по поводу этой доски. Распечатываем накладку. Уже привычная нам вот эта бумажка, которая на гибридных накладках. Жесткость этой накладки, по моему ощущению, если сравнить с доником Blue Grip C2, которая тоже 55 градусов, жесткость вот этих 55 градусов чувствуется немного жестче. То есть, если по шкале сравнивать доника, я бы сказал, здесь 57 градусов, не 55, поскольку здесь прям пожестче. Но попробуем ее уже на основании и дальше сравню по жесткости вместе уже по игровым ощущениям против Dignix 09C. Прежде чем перейти к наклеиванию этих накладок, скажу про запах. Запах чуть-чуть присутствует. Это может свидетельствовать о том, что накладка все-таки чуть-чуть накачана заводским бустером. Толщина губки составляет 2,3, это максималка. Ребят, когда будете приобретать это основание и будете наклеивать накладки, просьба быть максимально осторожным, поскольку вот эти углы вы можете маленько сместить центр, и этот угол уже может вылезти за квадрат. То есть прям вот с этим старайтесь осторожно. Сейчас, когда обрезал накладку, могу сказать следующее, что обрезать такую форму лично мне неудобно. Скажу почему. Поскольку, когда пытаешься вот на углу этом идешь, постоянно тебя из-за резины начинает маленько заносить в другую сторону. И то есть поначалу, вот, это моя первая сторона была, то есть она и вообще идет криво, ты как бы стараешься на этот угол, потом вылазишь, но потом маленько вроде бы выровнялся, и здесь более-менее. Но в самом начале пошло немного не по сценарию. То есть когда будете резать на эту доску, старайтесь прям повнимательнее и поаккуратнее обрезать, и особенно около этих углов обходить, потому что дальше
тяжело бывает ваш нож, либо ваше лезвие будет заносить. Орудие готово. Напоминаю, с одной стороны черная у нас будет Stiga Dragon Grip, красная будет Dignix 09C. На основании Stiga Kyber Shape. Вот такой вот шестиугольник. Напоминаю, что при обрезании у нас образовались целых две проблемы. Во-первых, при нанесении квадрата очень легко маленько в сторону сдвигнуть, и вы не попадаете в квадрат, и угол может у вас вылезти. Это первая проблема. Вторая проблема. Сложно при обрезки, поскольку когда начинаете из угла выходить, может частенько вас заносить, и можно обрезать основание не совсем ровно. И третья проблема, эта проблема уже более глобальная, поскольку, учитывая, что в России таких оснований, я уверен, будет относительно немного, поэтому на это основание вы сможете клеить только новые накладки, поскольку 98% игроков, даже 99%, будут играть обычными, а круглую накладку вы никуда не приклеите. И, соответственно, квадратную со своей ракетки тоже вы никуда не денете. Но это все теория. Сейчас уже переходим к столу и сравниваем две эти накладки, смотрим, что из себя представляет эта ракетка. Может быть, все-таки не зря трус выигрывает китайцев. И я беру такую же доску и иду покорять корейцев. Погнали. В первую очередь сравниваем по липкости две эти накладки. Stiga Dragon Grip. Липкость, как видите, практически отсутствует, мяч вообще не цепляется. Вспоминаем, какая липкость была у накладок Yasaka Ragza Z Extra Hard, когда мяч прям полностью прилипал. Здесь такого нету. Dignix 09C. То же самое. Липкости практически нету, но на ощупь чувствуется, что это необычные тензорные накладки, которые только за счет вязкости топшита. То есть они маленько все-таки чуть-чуть подзалипают. Как Гошан, это? Не смущает, что такая ракетка? Не смотреть. Запустил Морагарда. Но на короткой игре скажу так, что все стиги, они, во-первых, потому что гибридные накладки у нас наклеены, во-вторых, стиги все очень контрольные, поэтому на короткой игре здесь никакой разницы нету между Stiga Dragon Grip и Dignix 09C. По поводу формы основания, немного здесь неудобно, поскольку как-то есть опасения, что можно, но это по непривычке, что можно воткнуться в стол. Это первый момент. И второй момент, центр тяжести этого основания очень сильно наклонен вниз, потому что у нас вот здесь вот прям увеличена лопасть, идет вверх увеличение. Во. Нет. На накате чувствуется, что скорость у сочетания очень высокая, контроля очень много. При плоской игре, поскольку в накладке Dignix 09C мяч засиживается дольше, он прям залипает. Плоская игра у Dignix хуже, чем у Stiga Dragon Grip. По поводу доски могу сказать следующее, что разницы здесь вот на накате справа конкретно никакой нету. Не чувствуется, что у тебя там она квадратная, либо какая-то круглая. Здесь разницы никакой нету. О. Но на доске мяч вообще практически не сидит. Задержка слабовата. Потому что я вот стараюсь, допустим, чуть-чуть протянуть его, да, на ракетке. На этой мяч постоянно улетает в аут. Здесь прям сразу надо с углом делать. То есть кому она подойдет? Ну вот те игроки, которые привыкли играть ZLC досками,
и хотят попробовать вот это вот чудо, 8-е, думаю, она подойдет. Потому что на мяче здесь тяжело проработать. Потому что он прям сразу вылетает оттуда. Либо плоско ей будет хорошо бить. Но это вот по первым ощущениям, мы еще до топ-спинов не дошли. Контроля очень много в этой ракетке. Прям во всей. То есть тут уже из-за сочетания идет. Из-за сочетания резинки и доска. Доски Стиги, они все очень контрольные. У досок Стиги у всех очень много скорости, но сколько я их перепробовал, они все маленько туповаты. То есть промежутка какого-то опасного, либо где-то накрутить у них нету. Они как бы все больше на плоскую игру рассчитаны. Так, Стига на вращение. Ой-ой-ой. Прям намного, по-моему, больше. Прям очень контрольно вот это сочетание. То есть, либо, допустим, на ALC досках мне Дигникс слева вообще не нравился, он вообще не летел. На этой доске ситуация другая. Он здесь вообще не чувствуется, что это какая-то гибридная, не гибридная накладка. Вот, от нее отлетает, как от обычного жесткого тензора. Так, теперь Dragon Grip. Здесь маленько похуже. Дуга как-то побольше, на топ-спине мяч сидит дольше. На топ-спине у Dragon Grip мяч сидит в ракетке больше, и дуга у нее чуть повыше, он ныряет. На плоских ударах, когда мы делали накат, здесь было наоборот. На Дигниксе она сидела дольше на накатах, на Стиге меньше, поэтому плоско это было попроще бить, чем Дигниксом. Поэнергичнее он вылетает из красной. Вы прям вот, знаешь, но быстрее вылетает не потому, что она там не накручивается, как-то отскакивает, да, он как-то сам вот за счет какой-то губки, то есть губка как-то поинтереснее. Ну-ка еще раз с этой. Здесь как-то, да. Посовещались с Гошей и можем сказать следующее, что все-таки топ-спин от Дигникса 09C, он летит как-то поопаснее. Он с большей энергией летит вперед. У Стиги Dragon Grip вращения может быть много, но вот этого поступательного движения вперед нету. То есть у него дуга есть, а вот этого нырка не хватает. Когда как у Дигникса чуть-чуть поменьше дуга, но поступательное движение вперед и для соперника от Дигникса летит поопаснее. Подводим первые итоги по поводу элементов, которые мы сейчас сделали всей этой сборкой. Сравнили две этих накладки. Так, по поводу короткой игры. Во-первых, у оснований Стиги у всех очень большой контроль. И эти две накладки, они гибридные. Поэтому здесь сразу вывод, могу сказать следующий, даже не начиная играть, что короткая игра будет здесь фантастическая. Далее, на накатах. На накатах мячик вылетает при плоском ударе от Стиги маленько поэнергичнее, именно на плоском ударе. У Дигникса не так энергично. Поэтому Стига будет играть плоско получше, Дигникс плоско будет играть похуже по отношению друг к другу. Далее, на топ-спинах. Контроля у этого основания, как я уже говорил, очень много. Поэтому на топ-спинах обе эти накладки, они ведут себя очень контрольно. Доска очень близка к баттерфляевским ZLC, мяч практически там не засиживается.
То есть обработать мяч на ракетке очень тяжело. По поводу топ-спина и вращения, которое летит от мяча. От Stiga Dragon Grip дуга летит выше, но ускорение от стола и энергии на соперника очень, здесь меньше, чем на накладке Dignix 09C. У Dignix 09C дуга чуть-чуть пониже, но и вращение, и энергии на соперника здесь побольше. Здесь уже подбирайте сами под себя. Больше скорости во время топ-спинов, во время вылетающего, во время топ-спина на вылет, то, конечно, Dignix 09C. Если вам нужна повыше дуга, чтобы подготовиться на второй топ-спин, то есть более серийно, вы заточены больше на серийные топ-спины, то здесь Stiga Dragon Grip подойдет. По вращению сказал, что плюс-минус одинаково, но такое ощущение, что от Dignix летит мяч немного поопаснее для соперника. Плюс-минус одинаково. Ну, я тоже так подумал. На подачах вы сейчас увидели, что крутится плюс-минус одинаково. Сейчас попробую первый ход. Вообще не зацепилось. О, от Dignix нормально. На тонком. Ну вот ей тяжело первый мяч разогнать этой ракеткой. Прям плоско ей надо бить, мне кажется. То есть вот топс-удар вообще какой-то такой себе. Нет. Вы сейчас посмотрели, я делал вот этим основанием Stiga Kyber Shape, Dignix 09C и Stiga Dragon Grip. Теперь просто попробую для сравнения первый ход сделаю своей Вискарией и Юпитер 2 справа наклеенный. По скорости сравнить. Мне кажется, поинтереснее летит, нет? Ей разогнать вообще тяжело мяч первым ходом. Через верх вхожу. Вот так ей играть. Этим основанием первый мяч по нижнему вращению разогнать прям крайне тяжело. То есть получается прям такая... Я старался, вкладывался, практически чуть ли не на 80% силы, но мяч вообще практически не летел от этой ракетки. Эта ракетка рассчитана больше на плоскую игру. Когда подавал подачу с верхним вращением, чтобы на меня летел активный возврат, этой ракеткой уже было делать все поудачнее. По поводу этих двух накладок, что могу сказать следующее, что вращение у Dignix побольше, зацеп побольше, то есть все-таки по всем критериям она получше, чем вот на этих моментах, которые мы сейчас поиграли, чем Stiga Dragon Grip. К примеру, по скорости первого хода я сделал пару топ-спинов, вы можете посмотреть. Если вы отмотали и вам было неинтересно нашу игру, а именно только вывод, вы отмотайте и посмотрите разницу скорости этого основания. И я взял свою обычную ракетку Вискарию с Юпитером 2 и сделал первый ход. Разница в скорости на топ-спинах по нижнему вращению. О. Когда на мяч летит, скорость и вращение отыгрывать легко. То есть вот сейчас топс на топс практически без усилий, зато сколько мяч имеет скорости. То есть вы можете по скорости оценить. Но когда тухлый мяч и мяч со слабой скоростью, который на тебя летит, ей разогнать уже тяжело. Сейчас Stiga Dragon Grip. Ой-ой-ой, вообще не летит практически. Да?
Когда мяч летит на тебя, этим основанием разогнать было его очень просто. Достаточно было выкинуть руку навстречу. По подрезке, по пассивному мячу разогнать мяч было очень тяжело. По поводу двух этих накладок могу сказать следующее, что просто на голову Dignics 09C мне понравился больше, чем Stiga Dragon Grip. Это подтверждает Гоша, что мяч от Dignics летит намного энергичнее, больше вращения, больше имеет какой-то опасности для соперника. Когда как от Dragon Grip он летит какой-то, он имеет вращение, но он более такой пустой, какой-то такой. Ой. Вот смотри, вот сейчас хорошо крутил. Пробуй навесные покрутить. То есть вот на меня мяч летел с энергией. Подставлять очень легко. Ну вот даже вот просто по блоку он такие потише. А вот эти тяжело ставить ей. Что она как-то до карбона вот доходит. И мяч прям контрольно очень летит. А когда прям потихоньку ставишь, он вообще неуправляемый. Все вот поджимаешь, прям все хорошо. Ну-ка. Вот так прям хорошо рукой кладешь. А мягчить? Ну-ка, накрути. Когда мяч на меня летит активно, либо я добавляю плоским ударом в мяч, как будто кладу рукой. То есть очень контрольно, очень классно. Когда на меня летит более пассивный мяч, мяч не доходит до карбона, контроля в этой ракетке мало. Вывод, нужно играть этой ракеткой в стиле Трулса Морагарда, который прям нужно давить в мяч очень сильно. То есть на мягких каких-то там подкрутываниях мяч ведет себя неконтрольно. Но чуть-чуть мы поддавливаем, и все. Мяч уже летит туда, куда надо. И когда летит мяч на меня, нужно не бояться, просто сильнее давить. То же самое касается при плоском ударе, то же самое касается при топ-спине. То есть не одной резиной стараться перекручивать, а прям через доску. Сейчас дам ракетку Гоше, далее дам ракетку Димасику, и они уже скажут свое мнение по поводу этого, во-первых, этого основания и разницы между этими двумя накладками. Спросим его разницу между двумя этими резинками. Далее, второй у нас вопрос будет звучать следующим образом. Почувствовал ли он какую-то разницу, именно которая связана с формой ракетки, то есть вот либо стандартная овальная форма, либо вот такой вот шестиугольник. И третий момент, как ему в целом, вообще все сочетание, в целом ему доска. Гош, первый вопрос по поводу резины. Разница, какая понравилась больше, что вращала больше, от чего летела сильнее, расскажи. Ну, вращала. Мне больше понравился Dignics 09C. От нее как-то и летело помощней, и вращение было больше. И я как-то и контролировал. Там нормально было. И слева, и справа. Второй момент. Форма ракетки. Смущало что-то или нет? Да, меня смущало вот этот угол. Я прям боялся его задеть. И вот на подрезках, когда мы играли, и слева, когда вращал, вот прям боялся его задеть. Об стол. Об стол, да. И третий вопрос. Чувствуется ли в ракетке какая-то эксклюзивность, какая-то изюминка? Чем может зацепить эта ракетка, кроме только формы? Да нет, она такая же, как и все, в принципе, основания. Только форма вот другая и все. А так все одно и то же. Внезапно на обзор ворвался наш малыш. Иди сюда. Это Матвей Кондаков, который также быстро вырвал у меня ракетку и говорит: дайте, дядя Илья Алексеевич, попробую этим сочетанием повращаю. Иди вращай.
Кисть болеть начнет. Как тебе ракетка, понравилась или нет? Мне ракетка не понравилась. Почему? Летит очень пусто, как будто вот играю основанием для общего, ну, общий доступ. Так. То есть она ничем не отличается. От обычной ракетки. Да, даже хуже некоторых оснований. Форма как-то тебя смутила этой ракетки? Нет, не смутила. То есть, в принципе, то же самое. Да, ну по ощущениям моим, да. Но она как будто тяжелее, чем обычная ракетка. То есть Это может быть с тем, что центр тяжести больше вот сюда смещен, здесь больше резины, чем здесь? это может быть, то есть кисть вниз падает, как будто. И вот так. Диман, стандартные 3 вопроса. Первое. В чем разница двух этих резинок? Какая больше понравилась, какая меньше и почему? Ну, Дикнес больше на вращение. Плоская игра вообще не очень. А вот Стига, Dragon Drip, ну, так, именно плоская игра. Плоская игра у Стиги Dragon Grip получше, чем Да, у да, Дигникса. чем у Дикнеса, да. Второй вопрос. Нестандартная форма ракетки тебе понравилась, либо не понравилась? В чем-то разницу почувствовал от стандартной формы? Ну, сама деревяшка мне понравилась, но форма вообще никак не смутила. То есть разницы, в принципе, никакой не заметил, и как бы нет никакого смущения. Да. В целом, сочетание с этими накладками, что понравилось, что не понравилось? Ну, больше понравилось, конечно, дерево, сочетание с Дикнесом, больше на вращение. Ну, а Dragon Grip, ну, не знаю, больше как-то это те, кто любит на удержании играть. Себе бы такую ракетку хотел? Ну, да, мне понравилось. Она очень контрольная. 0,5 бы налепить туда. Ну, посмотрим. Подводим общий итог. Теперь рассказываю свое мнение по поводу этой ракетки, по поводу двух этих резин. Итак, во-первых, сначала расскажу по поводу двух этих резин. При плоской игре для Stiga Dragon Grip понравилась мне больше, чем Dignics 09C. Это единственный момент, где она понравилась больше. На короткой игре они ведут себя плюс-минус одинаково. Далее на всех топ-спинах, на перекрутах и вообще на всех, и на подаче они еще одинаково ведут. Далее по всем атакующим элементам Dignics 09C ведет себя лучше, чем Stiga Dragon Grip. Далее, по поводу доски. Форма этой ручки практически никак лично меня и парней, как вы слышали, по их мнению, вообще никак не смущает. Гоша говорит, что его маленько такая форма шестиугольника немного смущала. Лично мне этот момент вообще никак не смущало. Я когда играл, даже не обращал внимания, какой она формы. Следующий момент по поводу вообще в целом этого основания. По поводу этого основания могу сказать следующее, что основание, во-первых, очень быстрое для плоской игры. Во-вторых, это основание очень контрольное для такой скорости, что высокая скорость, очень контрольная. В принципе, как и все основания Стиги. И момент, который мне очень сильно не понравился у этого сочетания, это постараться мяч по пассивному мячу. То есть постараться разогнать мяч по подрезке. Кому может подойти эта ракетка? Прежде всего, все ракетки Стиги советую тем, кто предпочитает больше играть около стола, более плоско в мяч. То есть либо первым номером вы плоско атакуете, либо все-таки за счет перехвата инициативы. По поводу шестиугольника, какой-то разницы, я как сказал уже, здесь не заметил. Хотите играть шестиугольником, это уже дело каждого. Поэтому считаю, что
феномен Трулса Морагарда не зависит именно от этого основания. Все-таки это он чувствяк, это он красавчик. И дело здесь уже не в ракетке. Надеюсь, этот ролик будет для кого-то полезен. Подписываемся на канал, ставим лайки. До встречи!